В Алматы вынесли приговор по делу Виктора Храпунова. Экс-акима мегаполиса суд заочно приговорил к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме этого, чиновника лишат всех государственных наград и орденов. Какое решение суд вынес в отношении остальных подсудимых, расскажет моя коллега Анара Нуртазина. Судебное разбирательство по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова началось в конце июля. За это время были опрошены порядка 200 свидетелей. Главные фигуранты дела, супруги Виктор и Лейла Храпунова, обвинялись в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов. Ранее прокурор просил суд назначить Виктору Храпунову 20 лет лишения свободы, а его супруге 17 лет. Суд, исследовав материалы уголовного дела, приговорил на основании части 3 статьи 58 Уголовного кодекса путем частичного сложения наказания, а окончательно к отбытию Храпунову Виктору Вячеславовичу назначить 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе, судьи в органах местного самоуправления, на Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях. Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили всех наград и орденов. Супругу Виктора Храпунова суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Еще один фигурант дела, Аяр Ильясов, получил 5 лет колонии. Остальные 9 подсудимых освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Они находились под подпиской о невыезде. Отмечу, что все обвиняемые в разное время работали в структуре акимата Алматы. Решение суда относительно моей подзащитной справедливое. И мы об этом говорили в начале, что она подлежит освобождению от уголовной ответственности в силу истечения сроков давности привлечения, потому что с того момента прошло более 14 лет. Напомню, суд по делу бывшего чиновника проходил заочно. 69-летний Храпунов в настоящее время вместе с семьей живет в Швейцарии. Ранее Алматинский городской суд направлял письмо чете Храпуновых с приглашением принять участие в судебном разбирательстве. Отмечу, что отбывать наказание осужденные будут с момента их фактического задержания. Анара Нуртазина, Марат Халдыбаев, телеканал Астана из Алматы.